Эта цена мне нравится, 6600 драм, а в магазинах стоит 13 тысяч драм. Изменился немножечко бизнес-зал, сделали вот такую стойку Арарат, но бармена я не вижу. И вот здесь вот исчезло вино и шампанское. Сейчас пойду искать, где наливают. Ну, в общем, вот такая красивая инсталляция. И здесь можно взять что-нибудь для настроения перед вылетом. Даже водка есть. Никакая, да, а хорошая абсолютно. И вот вино здесь есть, охлажденное. Кстати, здорово, что охлаждают. Здорово, что вот такие вот холодильнички. Пиво тоже в холодильничках, бокалы, открывашки. Все очень цивильно. Вообще это очень хороший зал, он маленький, но мне очень нравится, потому что, ну, во-первых, все есть легенько покушать. И очень хороший набор алкогольной продукции. Не экономят, поэтому очень достойно. Человек грустит. Он еще не видел, какая там красота есть в барной зоне. Человек, не грусти. Ты едешь в Черногорию, не грусти. Я тебе покажу, где улучшается настроение. Могу провести экскурсию. Сам найдешь? Не будешь искать? Не нужно? Ну что ж, вот мы уже и в бизнес-зале в аэропорту Зварноц. Здесь есть некоторые изменения, которые я вам показала, улучшения. Нам, как обычно, как всегда, здесь все очень нравится. Маленький бизнес-зал, но очень уютный. И очень все здесь чистенько, аккуратненько. Все, что нужно для перекуса, для хорошего настроения, все есть. Особенно очень вкусные пирожные. А через час есть рейс, который летит на Кипр. Я бы, конечно, на Кипр бы тоже слетала, но туда визы нужны. А с визами уже, честно говоря, надоело заморачиваться. Поэтому мы решили действовать по-простому. Да, мы летим в Европу, но безвизовую для нас страну, в Черногорию. Буду все снимать, показывать, рассказывать. У Андрея настроение почему плохое, ребят, объясняю. Потому что мы берем на прокат машину
Нас должны встретить в аэропорту. Мы должны заполнить документы, забрать ключи и машину и поехать через всю практически страну, ну, как бы по всему побережью в город Ульцин, который находится на границе с Албанией. И, конечно же, основной водитель – это у нас Андрей. Я, конечно, его подтруниваю, пристаю к нему, а он сердится, потому что ему за руль выпить нельзя, а алкоголь очень качественный и хороший здесь, вот, в бизнес-зале. Поэтому, ну что ж поделать, отдуваюсь за нас, за двоих я. Мы просто рады, что летим Fly One, а не чартером. Именно сейчас, в данном моменте. Хотя были сомнения, что, наверное, может быть, надо было путевку купить, полететь в пакет полностью купить, турпакет. Но мы посмотрели, сколько там людей на регистрации. Там что-то со списками они мучаются. Короче, такая толпа, давка, у них рейс задержали, все такое. А у нас Fly One, да, который все ругают. Ну, мы зарегистрировались онлайн дома, бесплатно. Но если вы не регистрируетесь онлайн, то в аэропорту будет платная регистрация. Я не понимаю, почему люди онлайн не регистрируются. Я всегда чек-ин делаю даже аэрофлотом, когда летаю. То есть всегда я регистрируюсь онлайн. Ну, это ж не сложно, вообще не сложно. 1 минута. Тем более они присылают и на почту уведомления. Ну, или можно самим зайти в свой личный кабинет, зачекиниться. И мы стояли в очереди регистрации, ну, минуты 3. Перед нами было где-то 5 человек, и работали 3 стойки. Ну, представляете, да? Быстро очень очередь прошла, людей было немного. Мне кажется, можно было места даже не покупать. Мне кажется, у нас самолет будет вообще полупустой. Но так как я первый раз лечу в Черногорию, в отличие от муженька, конечно, интересно в окошко посмотреть, как там вообще все выглядит с высоты птичьего полета. Людей сейчас мало. Сейчас где-то 6:30 утра, да, через полчаса, наверное, у нас начнется посадка. Последний раз, я помню, я летела днем в Москву, и было очень много людей. Ну, вот так вот с вами поболтала я немножечко. Рассказала про обстановку в бизнес-зале, в аэропорту. Такая вся обстановка полусонная, спокойная. Сотрудники все очень вежливые. Везде бы были такие сотрудники, потому что не во всех аэропортах. Знаете, мы много путешествуем. Очень высокий у меня рейтинг у этого аэропорта Зворноц, потому что действительно здесь персонал очень, ну, хороший. Вот. И очень чисто в аэропорту. Вот так вот. Долетели мы очень быстро, с комфортом. Еду и напитки можно было заказывать по меню, оплатив заказ в драмах, евро или рублями. По прилету нас встретил представитель прокатной фирмы «Сел и поехал». Мы арендовали машину с 13 по 28 июля, получается, на 16 дней. Машинка уже с приличным пробегом, 2013 года выпуска, но свое дело, забегая вперед, выполняла на 5 с плюсом. Из документов нужны были паспорт, водительские права, собственно, и все. Вписать второго водителя можно без дополнительной платы. Залог не требуют. Оплата за весь период идет сразу, мы расплачивались наличкой. В целом сервис удобный, ребят могу порекомендовать. А далее мы, заплатив за парковку 1 евро 60 центов, выдвинулись в сторону Албании, город Ульцин. Так получилось, что мы прилетели в праздничные дни. Черногория отмечала День государственности, и все магазины были закрыты, но спасли автозаправки. При них есть супермаркеты и кафешки. Снова забегаю вперед. Хочу отметить, что заправок много, и встретить их можно довольно-таки часто. И именно на них мы пили свой утренний кофе, выезжая в другие города. Вот с таким вот прекрасным видом при заправке есть кафешка. Я взяла холодное пиво с салатом, ну, называется салат с тунцом. А вот Андрей такое слово называл непонятное для меня. Скажи, что ты взял?
хот-дог. Но ты ж не говорил хот-дог, ты по-другому как-то сказал. Я говорил хот-дог кабанос. Кабанос, а что это значит? Из кабанов? Да. С Да? грушей. С хрюшей, Кабанос. кабанос, ага, я поняла. Сколько у нас получилось вот это вот небольшой такой набор? Сколько евро? 11. 11 евро. Мой салат, наверное, самый дорогой, да, 5 евро. Да. 10 салат. А пиво? Пиво, видишь, ну, тут не очень понятно, потому что здесь на заправке сейчас пиво есть в банках, то, Да. что у них просто цвет, но оно в банках в рознице продается, оно стоит 1 евро. Да. Но пиво вот здесь так как 1,33, оно стоит 2,60. Ну потому что мы за столик сели, поэтому. Карпета, да, как в Италии. Надбавка за то, что мы сели за столик. Ну, в общем, вот так. Только мое рубль 70. Рубль 70, ага. Ну и действительно на заправке продаются сим-карты туристические. Вот мы взяли предоплатные, да, так предоплаченные. 20 евро стоит карточка на 1 терабайт. Чуть поменьше там еще можно взять карточку попроще, она будет 15 евро. Но нам нужен терабайт, потому что мы будем раздавать интернет на несколько устройств сразу. Так что такие дела. И вот мы в Ульцене, самом южном городе Черногории. Живописная дорога заняла чуть больше 2 часов. Ульцен признан одним из самых колоритных и загадочных курортов Черногории, а все благодаря своей истории, приправленной пиратскими легендами. А еще, так как город находится на границе с Албанией, здесь смешаны 2 абсолютно не похожие друг на друга культуры. Здесь встречаются исторические и архитектурные памятники разных народов и вероисповеданий. Мы остановились в старой крепости, и это нам аукнется не раз. Тащить чемоданы, сумки, ну и самих себя по булыжным вертикальным дорожкам, ох, как непросто. Владельцы апартаментов, в которых мы остановились, также держат ресторан «Дульсинея». Там за дополнительную плату можно было ходить на завтраки. Но мы, как я уже говорила, предпочитали заправляться завтраком на заправке. Приняв душ и расплатившись за проживание, мы, недолго думая, пошли, в ту самую Дульсинею. Кстати, Ульцен именно так и назывался во времена правления Венецианской империи – Дульсинео. Позднее Сервантес напишет роман «Дон Кихот» и назовет таким именем даму сердца, главного героя. Все дело в легенде, согласно которой именно здесь, в городе, называвшемся Дульсинео, Мигель де Сервантес встретил свою любовь, когда сидел в одной из темниц крепости после попадания в плен с другими испанцами к пиратам Ульцена.
мы сегодня идем на пляж. Вот. И мы будем... Правильно я иду, да? Вниз же. Мы идем на пляж и... Да. Будем искать какой-нибудь пляж хороший. И потом мы идем, конечно же, туда, в туристический офис. Почему мы должны зайти в туристический офис, я чуть попозже расскажу. Сейчас такая вот сложная ситуация дорожная. Вчера мы были такие замученные, измотанные, что нам это все как-то лишь бы дойти. Еще Андрей чемоданы тяжелые тащил. Здесь же, видите, нету автомобильных дорожек в старом городе. И вот по всем этим лестницам он таскал чемоданы. А сегодня, говорит, у него болит сзади шея. Вот, и у меня есть... Ага, класс. Рано еще. 8 утра. У нас есть кетанов, мазь. Надо будет помазать. И я больше в старом городе не буду никогда бронировать жилье, потому что это очень неудобно. Это красиво, но неудобно. Знаете, мы уже не в том возрасте, когда таскать чемоданы пешком по вот такой брусчатке. Идем потихонечку вниз, спускаемся к парковке бесплатной городской. Еле нашли вчера место. Парковка это на въезд закрывается в 7 вечера. То есть она только на выезд работает вечером. Нам нужно до 7 вечера вернуться, найти место, надеюсь, найдем, потому что стоимость платных парковок зашкаливает. 12-15 евро за сутки, либо 2 евро за 1 час. Это, конечно, очень дорого. При том, что в баре мы вчера были проездом, там очень много бесплатных парковок, мы там бесплатно парковались. Опа. Здесь такой вот ресторанчик красивый. Видите? Какой там пляж. Так, аккуратно. Дырки. Ну, это крепость. Это бывшая функционирующая крепость. Видите? Бойницы. Андрюш, мы так будем долго с тобой идти до машины. Если ты будешь заглядывать в каждое окошко. Вот какой классный стол под деревом, круглый стол для заседаний компании. А вот этот ресторан, мне кажется, он относится к какому-то отелю, потому что вчера здесь тоже очень большие группы людей ужинали, шли с подносами. Ну вот это вот, наверное, да, резиденция, вот, наверное, от этого отеля и есть, ну, ресторан или сотрудничество с рестораном. Людей очень там много. И видно, что такие постояльцы, то есть они такие выходят на лайте, без сумок, без ничего, чисто так поесть по расписанию. А вот эта парковка, на которой мы вчера оставили машину, она бесплатная, но видите, до нее нужно дойти, и с нее нужно прийти. То есть
тяжело. Это для того, чтобы поднимать товары. Вот кто бы нас бы поднимал, попросить бы за денежку, я бы 10 евро бы заплатила, чтобы подняли чемоданы. Или меня вместе с чемоданами. Но меня это уже будет в 2 раза дороже, потому что я тяжелее чемоданов в 2 раза, как минимум. Нет, все правильно. Чемоданы 20 плюс 20, 40 килограмм. Я 80 килограмм. То есть 20 евро я бы заплатила. Вот такой челлендж у нас в этом году. Выбрали себе местечко райское в крепости. Теперь ходим, мучаемся. Ой. Сейчас твой знакомый, наверное, будет. Вот Андрей уже познакомился с людьми. Сейчас попробуем балканский завтрак. Ну, я взяла английский, стандартный, классический. Андрей будет экспериментировать. Я хочу посмотреть, что это. Завтраки по 4 евро. Так что сейчас посмотрим. Есть еще даже здесь вот есть дневное меню. Это полмяса, салат и сок апельсиновый. 7 евро всего стоит. Вчера мы смотрели вот на эту скалу, как я ее называю, вот на это природное явление. Андрей думал, там либо отель, либо ресторанчик, а оказалось там парковка, на которой мы сегодня припарковались.
Мы сейчас дойдем до туристического офиса, я еще потяну интригу и скажу, зачем нам туда надо. Конечно же, мы пойдем туда не за туристической информацией, все есть в интернете, мы купили симку, у нас есть интернет, плюс у нас есть еще книжка по Черногории, но она немножечко уже там информация устарелая. Мы пойдем туда за кое-чем еще. Попозже я вам расскажу. Просто сейчас хотела показать, что вот на этой горе не ресторан, не отель, а там находится паркинг. И получается, мы там припарковались и вот так по пологому спуску, в принципе, весьма сносно спустились. Значит, прикол. Вот этот балканский у нас завтрак, да, ребят? А это английский завтрак. Но разница в сосисках, я так понимаю, что у Андрюхи есть сосиски, а у меня есть сыр, сырочек и бекончик. Вот так вот. Можно, как говорится, запустить челлендж и в других заведениях тоже исследовать. Да. Какие, как подают, кстати, как подают завтраки, да? Давай вот так вот. Да, как будут выглядеть завтраки. И Челлендж. сколько будет стоить. Андрей запускает челлендж. Будем смотреть, как подаются английские и балканские завтраки и сколько стоит. Да. Все, договорились. О боже. Кто не любит ходить по лестницам, по огромным-огромным лестницам, не приезжайте в Ульцу. Выберите другой город. Пожалуйста. Моя вам рекомендация. Честно, чуть коньки не отбросила, пока 3 лестничных огромных пролета не прошла. Думала, сдохну там на этой лестнице. Теперь я буду смотреть отели принципиально. Только с собственным паркингом. Только в новом городе. Никаких вот этих древних мне не нужно историй. Чисто так, один раз ходить погулять и все. Но точно не жить и не снимать там Вариант с парковкой. отель. Ну, отлично, да, но не наш. Ну вот мы и пришли в место, которое обязан посещать каждый турист, приезжающий в Черногорию. Мы это сделали. Я просто совершила героический подвиг, поднявшись на эту лестницу. Мы получили наши карточки, подтверждающие, ну, такую временную, условно говоря, гостевую резиденцию. Каждый турист, приезжающий в Черногорию, должен обратиться в туристический офис и уплатить определенный налог. Налог маленький, 1 евро в день, но обязательно должен заплатить, и при этом нужно знать имя владельца. То есть спрашивают не какие апартаменты, где вы остановились, а имя собственника жилья, в котором вы остановились. Так что имейте это в виду. И, кстати, пока мы стояли, постоянно подходили люди для того, чтобы уплачивать такой налог. Это обязательно для всех. Неважно, гражданин какой вы страны, оплачивают абсолютно все туристы, которые сюда приезжают отдыхать. 1 евро, ну даже не день стоит, а ночь получается. Потому что мы посчитали, что здесь в Ульцине мы 9 дней. У нас спросили не сколько дней, а сколько ночей. На бумажечке я написала,
чтобы мы друг друга точно правильно поняли. И, получается, посчитали как 8 ночей, 8 евро с человека, и того мы заплатили 16 евро. На всякий случай, в общем, имейте в виду, можно попасть на штраф, поэтому оформляют абсолютно все. Нужно добавить, что зачастую это именно апартаменты не оформляют за туристов, это туристический сбор. Иногда пишут, что туристический сбор входит в стоимость, об этом тоже нужно, вернее, это нужно тоже учитывать и смотреть правильно, чтобы не попасть на этот штраф. А штраф, он будет, это не когда тебя остановят в городе в момент пребывания, а остановят тебя, когда ты будешь уезжать из страны и спросят, была ли у тебя оформлена вот эта туристическая резиденция. Да? То есть, а если вы остановитесь в отеле, то, скорее всего, достаточно серьезные отели, они, конечно же, оформят за вас вот эту регистрацию, так как делают, в принципе, везде.